Я уже давно привыкла, что в Индии все превращается в нечто большее. Даже, казалось бы, обычная посуда обретает смысл, ритуал и тоже свою магию. В привычном нам мире посуда – это просто предмет для удобства, то, из чего мы едим. Но в Индии она становится частью традиции, ритуала и вообще целой культуры. И знаете, что самое странное? Я могу часами залипать в обычных индийских магазинах посуды. И каждый раз ловлю себя на мысли, что не могу до конца себе объяснить, почему меня это так притягивает. И, наверное, именно поэтому я решила снять это видео. В Индии еда – это не просто питание, это часть осознанного ритуала. Могу даже сказать более, это часть духовной жизни. Здесь еду воспринимают как просад, как божественный дар. И поэтому важно все, как вы едите, где вы едите и даже из чего вы едите. И когда вы начинаете обращать на это внимание, вы вдруг понимаете, что в Индии нет случайных вещей. Даже посуда здесь – это не просто форма. Это продолжение культуры, традиций и образа жизни. И вот тут начинается самое интересное, потому что посуда в Индии – это целый отдельный мир. Например, латунь и медь. Это первое, что бросается в глаза в индийских магазинах посуды. Вы заходите в магазин, и перед вами целые ряды блестящих кувшинов, тарелок, чаш. Все переливается теплым золотистым и медным светом. И первое, что вам приходит в голову, это просто очень красиво. Но потом приходит понимание. В Индии это не просто эстетика. Латунь и медь связаны с традицией, аюрведой, ритуалами. И вообще это представление о чистоте. Медные сосуды часто используются для воды. Считается, что такая вода очищается и становится более полезной для тела. В какой-то момент вы ловите себя на мысли, что это уже не просто про посуду, а это часть системы, в которой все имеет значение. Но, конечно, Индия – это не только древняя традиция, это еще и повседневная жизнь. И поэтому здесь повсюду используют нержавеющую сталь. Если вы были в Индии, вы наверняка видели эти металлические тарелки, стаканы, миски, многоуровневые ланчбоксы. Их используют в домах, в поездах, в уличной еде, буквально везде. Потому что это практично, удобно, долговечно. Ее легко мыть, она не впитывает запахи и служит годами. Но если честно, в ней уже меньше той самой магии. Это скорее компромисс между традицией и современной жизнью. Именно поэтому в одной и той же семье вы можете увидеть и медную посуду, и обычную сталь. А вот на юге Индии, там, где мы живем, на Тамильской земле в частности, вам могут подать еду просто на банановом листе. И в первый момент вы даже не понимаете, это серьезно? Но потом вы начинаете чувствовать вкус, и все становится на свои места. К вам четко приходит осознание, что это про традицию, про связь с природой и, главное, про уважение к предкам. Лист натуральный, экологичный и после еды просто возвращается в землю. И в этом и есть очень высокий уровень культуры. Но, пожалуй, больше всего меня завораживает глина. Глиняная посуда – это вообще отдельная история. В ней есть что-то очень настоящее, очень древнее, очень земное и очень живое. Она делает вкус еды и напитков другим, более глубоким. И вот здесь для меня начинается настоящее волшебство. Есть момент, который меня просто завораживает. Чай или кофе в глиняных стаканчиках. Кулхат. Вы пьете чай или кофе и потом просто выбрасываете этот стакан. Он одноразовый, потому что его необходимо вернуть обратно в землю. И вот тут у меня есть маленькая проблема. Я не могу их выбрасывать. Я понимаю, что по традиции выпил и отпустил, но нет. Я их забираю с собой. И у меня дома уже целая коллекция этих стаканчиков, которые вообще должны бы стать землей. В этом и есть идея «выпил и отпустил». Но, видимо, я пока не научилась отпускать. Даже глиняные стаканчики. Но есть еще одна важная вещь, которую в Индии понимаешь не сразу. Здесь важно не только из чего вы едите, но и как вы едите. Именно поэтому в Индии очень многие едят руками. И знаете, в этом есть очень простая мысль. И об этом вам скажет практически любой индиец. Любой столовый прибор может переходить из рук в руки, даже если он вымыт. А ваша рука принадлежит только вам. Когда вы едите руками, вы чувствуете пищу. Вы контролируете ее температуру, ее состояние и буквально взаимодействуете с ней напрямую. И в этом есть не только вопрос гигиены, но и вопрос осознанности. Вы не просто едите, вы полностью включаетесь в этот процесс. И теперь давайте посмотрим на нашу привычную реальность современного мира.
Пластик, микроволновка, еда на бегу. Мы часто даже не замечаем, что мы именно едим. Главное просто что-то в себя закинуть. И потом мы удивляемся, почему у нас нет энергии, почему пища плохо усваивается, почему растет количество заболеваний, диабет, ожирение, онкология. Удивительно, правда? Хотя ведь ответ на самом деле лежит на поверхности. Но при этом важно понимать одну вещь. Индия очень многогранна. Здесь есть все. Есть и традиционная посуда, та самая из меди, латуни, глины. Но есть и абсолютно привычная нам современная посуда, к которой мы привыкли. И в Индии вы можете пользоваться любой посудой, которая вам близка и удобна. Здесь нет жесткого понятия «надо только так». Но со временем происходит очень интересная вещь. Когда вы живете в Индии, вы вдруг начинаете тянуться именно к традиционным вещам. Не потому, что так надо, не потому, что это дешевле или дороже, а потому, что в этом есть что-то совершенно другое, какой-то особый магический эффект. И именно так выстраивается у вас очень глубокая связь с этой страной. И вот на этом фоне индийская посуда и культура питания начинает восприниматься совсем иначе. Даже привычные нам формы, тарелка, чашка, стакан в Индии выглядят по-другому. В них есть эстетика и внимание к деталям. Поэтому в индийских магазинах посуды я, кажется, буду залипать всегда. Потому что для меня это уже не просто вещи. Это целая культура и глубина. И я думаю, что в этом и есть главный смысл. В Индии еда – это не про желудок, это про состояние. И если вы едите осознанно, вы очищаете не только тело, но и свою карму. Важно не только из чего вы едите, важно еще то, что именно вы едите. Но об этом я обязательно расскажу вам уже в следующем ролике. Мы поговорим с вами о вегетарианстве в Индии и о моем личном опыте. И я расскажу вам о том, действительно ли это полезный и осознанный выбор. До новых встреч!